Всем привет! Сейчас я шью такой достаточно простой купальник и уже начала расклеивать. Вспомнила, что забыла добавить сюда розовые аппликации. Если посмотреть на выкройку, видно, что у нас по бокам, как раз вот они заходят на юбочку, должны приклеиваться такие небольшие элементы. И я заодно решила снять мастер-класс, возможно, он пригодится, особенно начинающим, как с помощью вот такой клеевой паутинки и тефлонового коврика для выпечки можно сделать достаточно легко, быстро и аккуратно рисунки, аппликации, особенно вот такие с тонкими кончиками, углами и хвостами. Итак, для того, чтобы подготовить ткань с клеевым слоем, нам нужно сначала определить, какого он должен быть размера. То есть вот я примерно по выкройке смотрю, что вот на этот кусочек и на этот кусочек мне понадобится столько ткани. Вырезаю сначала именно из клеевой паутинки вот этот фрагмент. То есть он должен покрывать с запасом, конечно, необходимые нам элементы. Затем беру ткань нужного цвета и на изнаночную сторону укладываю вот этот фрагмент паутинки таким образом, чтобы он не выходил за края, иначе он приклеится к нижнему слою. И теперь сверху укладываю тефлоновый коврик, включаю утюг на среднюю температуру и с паром начинаю проглаживать до того момента, пока вот сквозь коврик я не увижу, что весь этот фрагмент приклеился, то есть он должен полностью потемнеть. Итак, я вижу, что везде этот клей расплавился, но отдирать сразу тефлоновый коврик не нужно, пусть он остынет, иначе ткань может начать деформироваться и растягиваться, поэтому пусть немного остынет. Так, и вот теперь, когда ткань остыла, нужно аккуратно отделить коврик. Вот, видно, что на ткани появился такой блестящий слой, это именно тот расплавленный клей. Ткань стала более плотной, она стала менее эластичной, и когда я перенесу сюда рисунок, ее будет достаточно легко вырезать. Но при этом следует помнить, что если рисунок слишком большой и широкий, то такой способ не подойдет, поскольку эластичность снижается и купальник будет просто тянуться меньше, чем должен. Вот, поэтому такой способ подходит только для тонких небольших аппликаций. То есть, да, вот она все равно тянется, но уже хуже. Так, и теперь на ткань нам нужно перевести рисунок этих элементов. Для этого я использую копирку. Располагаю выкройку над тканью таким образом, чтобы у нас эти элементы попали вот на этот клейкий слой. Подкладываю под низ копирку. Можно приколоть булавкой, чтобы выкройка не съехала. И начинаю обводить рисунок ручкой. Ручка должна быть достаточно острой для того, чтобы линии получались четкими, но не настолько острой, чтобы рвать бумагу. Чем ровнее вы рисуете эти линии, чем аккуратнее вы режете ножницами, тем лучше будет конечный результат. Так, и вот у нас получился достаточно четкий рисунок. То же самое я сделала с другой стороны. Но не забывайте, что полученный рисунок у вас будет в зеркальном отражении. То есть, если эскиз у вас не симметричный, как у меня сейчас, то нужно предварительно, получается, на выкройке перенести вот этот элемент на обратную сторону, чтобы его потом обвести. Мы сначала через копирку обводим элемент так и получаем его уже в зеркальном отражении, как он будет нам нужен. И теперь вырезаем полученный рисунок. Немного удобнее это делать, когда ножницы снизу упираются на плотную ткань. Тогда линия получается более ровной и гладкой. Вот такие элементы у нас получились. И теперь, ориентируясь на выкройку, я раскладываю
элементы на свое место. И затем через проутюжильник утюгом на средней температуре приклеиваю эти элементы паром. И еще такой момент. Если вдруг какой-то элемент вы приклеили неровно, то его можно разогреть с помощью утюга. Аккуратно подцепить, отклеить и расположить как нужно. Если аппликация у нас идет на юбку, то сначала пришиваем именно на юбочку, чтобы цвет ниток был здесь в тон ткани с изнаночной стороны, или вот как, например, сзади. Сначала пришиваем здесь, а затем уже делаем переход с боди на юбку. Так, теперь вытаскиваю нити наизнанку и завязываю узелки. Вот здесь видно, что пока я пришила аппликацию только к юбочке, и теперь буду пришивать оставшийся рисунок. Вот такая аппликация у нас получилась.